Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о мухах. Муха является для нас самым привычным и самым надоедливым насекомым, которое атакует наше жилище в теплое время года. Да и не только в теплое. Обычно это продолжается с самой весны до поздней осени. Мы привыкли видеть обычных домашних и зеленых мух, которые ассоциируются нас с грязью и заразными болезнями. Но на самом деле мы очень мало знаем об этих насекомых, а возможно они и полезны. И как всегда, наша задача рассмотреть мух поближе и выяснить, пусть не всю, но большую часть информации о летающей надоедливой жужжалке. Поехали! Мухи — это насекомые, входящие в отряд двукрылые. Первоначально мухами называли всех двукрылых насекомых. И комары, кстати, тоже относятся к группе мух, но о них будет отдельный разговор. К тому же положение мух в систематике менялось по мере их изучения. Все мухи различаются по типу питания. Некоторые питаются пищей и пищевыми отходами человека, некоторые выделениями слизистых оболочек, экскрементами, кровью человека и животных или растительными соками. Некоторые виды мух во взрослом состоянии вообще не питаются. У всех мух на голове располагаются сложно устроенные глаза, короткие трехчленниковые усики, антенки и ротовые органы лижущего, колющего, сосущего и режуще-сосущего типов. Одной из самых главных отличительных особенностей мухи являются ее огромные глаза, которые состоят из нескольких тысяч шестиугольных хрусталиков. Благодаря такому строению глаз муха обладает очень хорошим зрением и способна видеть даже то, что творится сбоку и сзади, то есть практически имеет круговое поле зрения. Длина тела мухи может быть от 1 мм до 6 см. Насекомое имеет пару перепончатых крыльев, довольно крупную голову, наделенную ротовым органом, хоботком, предназначенным для всасывания жидкой еды. Тело мухи состоит из 3 частей – голова, брюшко и грудь, оканчивающиеся 3 парами ног. Каждая нога мухи разделена на 5 частей члеников. Одна часть является ступней с 2 острыми коготками и липкими подушечками. Такая особенность дает возможность мухе резво передвигаться по потолку и любым вертикальным поверхностям. Продолжительность жизни мух от нескольких дней до 2 месяцев. И да, мы на самом деле очень мало знаем об этих насекомых. В мире насчитывается около 150 тысяч различных видов мух. И это далеко не точное число. Еще много видов мух не изучены и не описаны, среди которых есть как кусающиеся и переносящие заразу, так и совершенно безобидные существа. И все-таки ученые выделили отдельное семейство для мух, которые именно мухи-мухи. Так семейство и назвали – настоящие мухи. Мировая популяция настоящих мух насчитывает около 3500 видов, некоторые из которых особенно распространены. И речь, конечно же, о домашней или комнатной мухе. Комнатные мухи, пожалуй, одни из самых распространенных насекомых на планете. Встречаются практически везде, где есть человек, да и не только. Комнатная или домашняя муха – давний спутник человека. Ее можно смело отнести к так называемым облигатным синантропным организмам. А кто не понял, то это те организмы, чей образ жизни в настоящее время прочно связан с человеком и его жильем. Этот вид мух уже практически не обитает в условиях дикой природы, поэтому она является самым назойливым и нахальным гостем в наших домах в летне-осенний период. В это время наша жизнь осложнена постоянной борьбой с этими мелкими, но очень быстрыми и изворотливыми насекомыми. Наибольшая активность комнатных мух проявляется в дневное время суток. Родина этого насекомого является степь Центральной Азии, но на данный момент ее распространение наблюдается повсеместно вблизи жилища человека, как в сельской местности, так и в городах. Муха этого вида не является кусающим и кровососущим насекомым, но тем не менее она причиняет значительный вред человеку. Ее конечности имеют щупальца, на которых собираются различные вредные бактерии и грязь, приводящие к инфекционным заболеваниям. Тельце комнатной мухи имеет серый цвет с бурыми оттенками. Оно состоит из брюшка, головы и груди. Грудь соединена
Спина с крыльями и 3 парами ног. На голове расположены очень большие глаза, занимающие почти всю голову, ротовую полость и короткие усики. Щупики, или они же усики, комнатной мухи используются как органы обоняния, а не как органы осязания. Усики способны определять запахи на большом расстоянии. Верхняя часть грудки с 4 темными полосками, брюхо с черными пятнами в виде четырехугольничков, нижняя половина головы желтая. Общая длина тела мухи обычно не превышает 8 мм. Самцы по размеру бывают меньше самок. У самки лобовая часть головы шире, а расстояние между глазами больше, чем у самца. Полет мухи осуществляется только с помощью 2 передних пленчатых прозрачных крыльев, а задние, жужельца, необходимы лишь для поддержания равновесия. По внешним признакам на домашнюю муху похожи многие виды мух, но ее отличительной чертой является жилка, которая образует излом перед краем крыла. Конечности у комнатной мухи тонкие и длинные, с присосками для удобного перемещения по различным поверхностям. Эти присоски позволяют ей свободно передвигаться даже по вертикальной стеклянной плоскости и по потолку. Скорость полета мухи очень высока, и он может продолжаться в течение нескольких часов. Самка мухи обычно спаривается раз в жизни. Среднестатистическая муха на протяжении жизни откладывает в общей сложности около 500-700 яиц. Отдельные мухи-героини могут отложить и до 2000 яиц. Яйцекладок от 6-7 и более. В среднем по 100-150 яиц за кладку. Яйца небольшие, желто-белые, длиной до 1,5 мм. Любимое место для откладывания яиц – разлагающиеся органические отходы. Пищевые, фекалии, падаль, гниющие кусочки мяса – все это привлекает толпы мух. По прошествию минимум 8, максимум 50 часов из яиц вылупляются личинки мухи. Эти желтоватые, белые, безногие, безусые червячки, живущие во всякой гнили, знакомы каждому, кто хоть раз ходил на рыбалку. Например, опарыши, личинка мясной мухи, это бесценная наживка, используемая многими рыболовами, и неплохой корм для крупных аквариумных рыб. Поэтому их часто разводят для последующей продажи. А еще опарышей используют в так называемой личинкотерапии. Взрослых личинок мухи помещают в запущенные раны. Опарыши поедают мертвые ткани, постепенно очищая рану. Мерзко, но факт остается фактом. Личинки, в отличие от взрослых мух, намного более живучи. При низких температурах они способны впадать в длительную спячку и выдерживать температуры до минус 30 градусов. Зарегистрированы случаи, когда в холодной атмосфере они жили 2-3 года, не превращаясь в мух. Развитие личинок до зрелого состояния занимает минимум 2 недели, а при неблагоприятных условиях до месяца и более. В благоприятных условиях через пару недель выросшая личинка отползает в чистое, сухое и прохладное место, где окукливается. Через 5-6 дней из куколки вылупляется молодая муха. По прошествии 30-40 часов она достигает половой зрелости и готова к размножению. Жизненный цикл мухи такой: это взрослая особь, яйцо, личинка, куколка и взрослая особь. За год может смениться 10-20 поколений мух. Обычно чем южнее, тем быстрее цикл развития мухи. Да и теплый период более длинный. Средний показатель для умеренных широт 8-12 поколений, для более южных до 20. И, конечно же, мы просто обязаны поговорить о других мухах. Их как-никак около 130 семейств, а это около 150 тысяч видов. Есть, например, капробионты, но их можно пересчитать по пальцам одной руки. Это такие семейства, как серые мясные мухи, синие мясные мухи, настоящие мухи и навозницы. Кто-то из них ест только какахи, остальные совмещают с остатками нашей еды. Но далеко не все мухи питаются таким образом. Среди мух есть и хищники, например, ктыри. Ктырь – это муховолк, а то и касатка в мире мух. По-английски ктырь так и называется – assassin flies – муха-убийца. Есть множество видов ктырей, особенно много их в южных широтах. Если в Норвегии 20 видов ктырей, то в Калифорнии 500. В России и странах СНГ тоже они есть. Это стройные мухи с мощной грудью и длинными лапами. Настоящие бойцы. Ктыри нападают на любых насекомых и не боятся никого. А есть травоядные мухи, например, злаковые, некторофаги
афаги, журчалки, большеглазки, большеголовки, любители полакомиться нектаром растений. И тут же интересные вещи. По важности для опыления мухи уступают только пчелам. Некоторые мухи, опыляющие растения, способны опылять определенные виды цветковых растений, в то время как другие – универсалы. Мухи помогают опылять более 100 видов сельскохозяйственных культур. И скажите спасибо мухам за шоколад. Они являются основными опылителями деревьев какао. Среди мух довольно много вредителей садовых и огородных культур. Это, например, вишневая муха, малиновая муха, дынная, капустная, луковые мухи. Самки откладывают яйца на плоды, и вылупившиеся личинки поедают их, нанося существенный ущерб урожаю. А вот небольшие черные насекомые, апрельские мухи, летающие над плодовыми деревьями в пору цветения, не опасны и способствуют опылению. А кто-то из мух любит мертвые растения, такие как дрозофилы. А знакомые нам своей приставучестью слепни сосут кровь, и то только самки. И кто бы в этом сомневался. А такие товарищи, как оводы, с которыми путают слепней. Слепень и овод – это два разных семейства, как волк и тигр. Так вот, оводы вообще ничем не питаются. Они афаги. Афагами называют мухи, которые на стадии имаго, это взрослая муха, не едят. Взрослая особь существует за счет питательных веществ, которые накопила личинка в процессе развития. Наиболее известный представитель вида – овод. Несмотря на распространенное мнение о том, что оводы, как и слепни, пьют кровь, взрослые мухи не кусаются. Их опасность в другом. Они откладывают яйца на траву, которую ест скотинка, на шерсть или под кожу животных. Вылупившиеся личинки живут в теле носителя, питаются его плотью и выбираются на поверхность только к моменту окукливания. Ну и кто из нас не слышал о мухе ЦЦ? С первого взгляда это коварное создание вовсе не выглядит монстром. Серое волосатое тельце в сантиметр длиной, прозрачные крылышки, красноватые глаза. Но присмотрись, и ты заметишь на голове насекомого смертоносное оружие – острый хоботок, который торчит вперед, как шпага. С помощью этого клинка возмездия мухи добывают себе пищу, кусая всех подряд. Он-то и несет смерть невинным. Чаще всего жертвами ЦЦ становятся крупные животные. Надоедливые создания насаждают всем, от грызунов до королей львов. За один присест муха-вампир может выпить больше крови, чем весит сама. А чтобы отсосать как можно больше, их брюшко раздувается в несколько раз. Человеки, кстати, тоже часто ножки протягивают. Даже сейчас, в эпоху торжества медицины, от африканского трипаносомоза, которая легко переносит эта муха, в год мрет более 10 тысяч человек. А в прежние времена число погибших могло исчисляться сотнями тысяч и даже миллионами. Единственные, для кого мухи не могут докопаться, это зебры. Стильный черно-белый узор блокирует кровососам систему ориентации. Они попросту не понимают, где найти место для приземления. А самая большая муха в мире – муха Мидаса. Это огромное насекомое, вырастает до 6 сантиметров, а размах крыльев может достигать 12. Гигант обитает в лесах Южной Америки и до сих пор недостаточно хорошо изучен. Все мухи, как уже было сказано, очень разнообразны внешне, размерами, а некоторые даже на муху и не похожи. В зависимости от типа питания, их хоботок имеет свои фишки. Так у слепня есть так называемые кинжалы для протыкания кожи животного. У ктыря есть игла для прокалывания насквозь своей добычи. По сути, рот мухи – это сросшиеся все части челюстей в одну трубочку. Хоботок мух может складываться, а при питании и отрыгивании муха его выдвигает. Да, пищеварение у мух внешнее, так как этот хоботок может всасывать только жидкости. Поэтому перед началом трапезы она просто-напросто сплевывает на кусок еды и ждет, пока еда растворится. И дальше приятного аппетита. Ноги у мух тоже бывают всякие. И хватательные, как у богомола. Есть мухи с огромными лапками, словно тапочки. Кстати, насчет лапок. Мы часто видели, как муха потирает лапки. Так вот, она не замышляет злобный план по захвату человечества. Она так стряхивает грязь. Грязнуля, а руки чистые. Но насколько опасен может быть этот мусор? Это могут быть бактерии. Тифа, туберкулез,
туберкулеза и дизентерии, мухи собирают эти бактерии на различных отходах и нечистотах. Затем, если они вдруг сядут на нашу пищу, эти бактерии попадут в нее, и мы можем получить инфекцию. А как же мухи разносят эти бактерии? Если рассмотреть муху в увеличительное стекло, то можно заметить, что тело у мухи вовсе не гладкое. Все ее тело, усики и лапки покрыты вздыбленными волосками. Язычок у мухи тоже покрыт клейкой жидкостью. Это означает, что практически с любого места, куда садится муха, она собирает грязь, прилипающие к ее телу лапкам и язычку. Каждая лапка из 3 пар имеет коготки и 2 волосистые подушечки, так что к ним много чего может пристать. Между прочим, клейкая жидкость, вырабатываемая в подушечках мухи, позволяет ей ходить по потолку или по любой другой поверхности вверх ногами, как уже говорилось. И нет ничего в природе такого, чтобы не вызывало любопытства. Но мухи во многом интересны благодаря дрозофилам. Эти малютки науки послужили созданием теории о сцепленном наследовании генов. На них ставят различные эксперименты, проверяют действие радиации, лекарств, пищевых добавок, косметики, алкоголя, наркотиков. И многие мухи видели планету Земля из космоса и рассказывали об этом своим детям. А те, в свою очередь, своим. Ведь мух побывало в космосе намного больше, чем людей, собак и шимпанзе с мышами. Геном мух совпадает на 85% с человеческим. Мухи, как и пчелы с муравьями, способны к обучению и запоминанию. Некоторые мухи страдают болезнями Альцгеймера и Паркинсона. Но главный миф о мухах – это то, что они не несут никакой пользы для человека. Он же думает, что самый главный. Но это не так. Может быть, нам, людям, они и досаждают. Но ни один вид в природе не существует просто так. Мухи играют большую роль в биоценозе. Без них наш мир бы кишел фекалиями, трупами и мертвой растительностью. Мухи помогают размножаться паразитам, а они тоже важны и нужны, как бы парадоксально это ни звучало. Есть даже мухи, которые помогают родиться червякам-нематодам, которые они оберегают. В человеческую культуру мухи тоже внесли немалый вклад. Всем известны фразеологизмы, связанные с мухой. Кто-то любит делать из мухи слона. Ему говорят: какая муха тебя укусила? А он на самом деле и мухи не обидит. А мухи как мухи дохнут, да и мрут как мухи. А кто-то бывает под мухой, да и муха на нем не сидела. А ученики на уроках и маленькие во время еды любят ловить мух. А непоседы назойливы как мухи. Но мы с вами не такие. Мы узнали о мухах много интересного. И одно можно сказать точно, что живущие рядом с людьми мухи редко умирают своей смертью. Мух ловят, травят, глушат мухобойками. И это еще к тому, что у них есть и собственные болезни. Их поражает мушиная энтомофтора, грозный и незаметный враг комнатной мухи. Грибок, неоднократно вызывавший мушиные эпизоотии, эпидемии. А люди его длительное время использовали как инсектицид. И несмотря ни на что, многие из нас имеют лишь негативное представление о мухе. Как правило, она ассоциируется у нас с действующими на нервам жужжаниями и антисанитарией. Но оказывается, муха является неотъемлемым элементом биосферы, без которого наша планета не могла бы полноценно существовать. Взрослыми мухами и их личинками питаются многие животные и птицы. Какие-то виды мух опыляют растения, а какие-то участвуют в процессе разложения растительных и животных отходов и поедают гусениц и клопов. А наши домашние мухи, возможно, хотят, чтобы ею полюбовались и просто обратили на нее внимание. И если бы не мухи, то наша планета давно была бы завалена различным растительным мусором, да и оголодавшими птичками. Вот такая она, надоедливая и полезная муха. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами был канал Планета Земля.